Здравствуйте, представители знака зодиака Рыбы. Таро прогноз на 10 дней, на декаду. Узнай будущее, к чему все идет. Давайте заглянем в будущее, период с 1 по 10 февраля. Что будет меняться с первых дней февраля? Будем реалистами, поскольку любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и все же какие-то подсказки вы получите. И начало февраля у нас совпадают две даты. Практически это 29 января, когда планета Уран, планета перемен, переходит из ретроградного в прямое движение. И одновременно это еще и совпадает по восточному календарю, когда завершается год дракона и начинается год змеи. Вот такие две даты. И вот этот период, он может быть связан, когда мы прочувствуем, ну, как-то наиболее остро тот момент, что мы как раз во власти истории или словно на пороге перемен, когда прошлое завершается, а будущее мы еще в замешательстве можем быть. Мы не знаем, поскольку оно не отстроилось или нет каких-то конкретных предпосылок или нашего видения, как мы будем действовать дальше. Поэтому вот этот момент перехода, он сам по себе может быть связан с большим объемом информации, мы узнаем какую-то тайну или неожиданные новости какие-то к нам приходят, или в принципе вокруг нас происходят метаморфозы. Поэтому где-то будем к этому готовы. И 2025 год, если мы говорим, год змеи. Змея, она мудрая, и нас год приглашает адаптироваться к любым ситуациям и организовать с новыми реалиями нашу жизнь, чтобы в конечном итоге, раз уж мы с вами живем в эпоху перемен, мы были все равно счастливы. У нас сегодня две колоды, и колода Ленорман– это оракул. Мы достанем 4 карты. Что в эти 10 дней, мы пока только 10 дней рассматриваем, что нам подскажет для вашего знака зодиака, каково будущее. Или с какими делами, событиями вы столкнетесь, взаимодействовать с чем придется более активно. Узнаем будущее. На колоде Таро мы достанем первую карту, она будет называться «Неожиданности». Пусть это будут приятные сюрпризы, приятные неожиданности, радости. Вторая карта. В чем ваша фортуна? Что у вас получится решить, организовать или, ну, как ваша сила, что вам помогает, может быть. И по основным сферам жизни. Первая карта– это сфера ваших достижений. Дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то, может быть, оформление документов. Следующая карта– энергия денег на 10 дней. Энергия любви и личной жизни. И достанем карту «Совет», откроем ее в самом конце. Узнаем будущее. А вы знаете, очень приятный период жизни для вас, тем не менее. По аркану дом, когда и проходит в оракуле или Ленорман, да, тут могут быть жилищные согласования или ваши планы на переезд, когда вы собираетесь менять место жительства. Значит, тоже обустройство само по себе. Может быть, еще и вы в том месте, где находитесь, тоже захотите жилье сделать комфортным. Иногда это буквально решение по части когда вы работать намереваетесь дома, тогда тут будет соединено. Но вообще это карта стабильности. И нам карта еще говорит не только сами по себе стены, но еще и домочадцы. У кого-то дела семейные, дела, может быть, связанные с родственниками, с детьми, но это всегда карта стабильности. И где-то наши близкие, или если вы даже работаете на дому, вам будет комфортно. Сама по себе карта обещает, первая все же эта карта – вот этот период с 1 по 10 относительно спокойным, стабильным. По крайней мере, вам должно понравиться, мои дорогие рыбы и рыбки. Давайте откроем вторую карту. Но есть, может быть, не все вопросы вы сумеете решить, или обстоятельства так складываются, что есть препятствия, поскольку гора– это всегда нам что-то нужно либо обойти. И обратите внимание, много птиц мелко прорисовано, насколько это видно, не знаю, но тогда поверьте мне. И птицы– это много информации. Где-то эта информация может сбивать, путать и создавать вот вид какого-то препятствия. Поэтому фильтровать любые новости, любую информацию. Если что-то вас словно зацепило,
перепроверить или найти недостающую информацию, или откуда она взялась. То есть вот не верить первому, что мы услышали, потому что для нас это может, ну, как превратиться в нашем сознании исключительно в какой-то барьер. Поэтому не создавайте для себя тоже каких-то препятствий, если вы, допустим, услышите какую-то новость. Это не значит, что это будет долженствовать в нашей жизни. Вполне вероятно, пару дней пройдет и придет какая-то метаморфоза, когда нет, это вот было первый раз опубликовано, так это все неправда. То есть вот есть какая-то такая шаткость, как информационная, или, в принципе, когда и ваши какие-то или одно из дел может немножко становиться на паузу. И это тоже не значит, что это не будет осуществимо. Но вот как проволочки какие-то или задержки, такое может быть. Давайте посмотрим, что дальше. Большому кораблю большое плавание. И посмотрите, первая карта «Дом», мы сказали, стабильный период, когда, в принципе, у вас все под контролем. А по аркану «Звезда» здесь могут быть новые направления по работе, новые направления по учебе. Правда, кто-то задумается о переезде, может быть, переезде далеко, кто-то начнет изучать новые сферы деятельности, заинтересуется вторичным доходом. Звезда – это всегда пространство, эфир, интернет. Сияете как звезда, кто-то захочет стать популярным. Я бы сказала так. Все то, что по части новых технологий, все то, что где-то не опознано нами или не изучено, необъяснимо, вот именно там может быть, или в этих областях может быть какой-то такой очень прогрессивный для вас момент. Кто-то будет изучать новые технологии, цифровые технологии, или вы ищете вторичный доход. Каким образом я могу, допустим, дополнительный доход организовать себе из дома? И вы будете рассматривать разные сферы. Но по аркану звезда это еще проходят какие-то важные очень дела, которые тоже не уместишь в короткий срок времени, но точно не в 10 дней. И тогда эта карта будет говорить, что, ну, будь объективен к тому, что есть на что ты можешь повлиять, а есть, что нам приходится учитывать, к примеру, как регламент. И если у вас для ваших каких-то грандиозных замыслов необходимо, к примеру, подготовить какие-то документы, значит, аркан звезда имеется в виду не только эфир, интернет, расстояние где-то, но это и буквально по времени может растягиваться также. Но в основном это очень положительная карта в том, что вот наши мечты сбываются. Почему я и сказала, большому кораблю большое плавание. Карта где-то подсказывает, что добрые и надежные дела наспех не делаются. Поэтому даже если есть какие-то препятствия, вот как гора у вас выпала, да, или что-то пробуксовывает даже, это не значит, повторюсь, что этому не быть или это невозможно осуществить. Нет, тут просто нужно рассматривать разные варианты, смотря какие ваши намерения и цели. Если по части переезда, ну, наверное, это тоже не так просто. Если вы в плане работы что-то ищете, здесь тогда карта, кстати, может говорить о том, что рассмотри, может быть, даже вот ваша профессия, вот кто вы по диплому, по специальности, возможно, в другой совершенно области поинтересоваться. Может быть, вот именно ваша профессия там тоже востребована. Тут с каким-то новым подходом нужно, к примеру, решать ваш вопрос или ту тему, которая вас интересует, и быть готовым к тому, что, ну, наверное, если это действительно что-то серьезное, то это не будет молниеносно. Давайте откроем, какое будущее. Ну, немножко нас карта останавливает. Вот удивительно, такое очень редко бывает. И, кстати, в картах Таро, а в Ленорман и еще реже. Карта звезды – это наше будущее лет на 10-20. Это далекий промежуток времени. Вот это расстояние, которое мы как любимым делом занимаемся, или когда мы собираемся переехать далеко, быстро это ведь тоже редко получается. Всегда есть период подготовки. Или что-то такое, то, что в вашей жизни не на один, не на пару дней, а будет именно иметь долгое продолжение. И это все аркан звезды. И встречается этот аркан с арканом Солнца. Помимо того, что это карта радости, счастья, возможностей, любви где-то, вообще исполнение ваших желаний, мои дорогие. Раньше, когда выпадал аркан
Солнце говорили: "Да у тебя все хорошо, иди спокойно". Ну да, конечно, будут какие-то шероховатости, будет не все так гладко, но в целом-то сама концепция, она как раз более чем положительна, удачная, можем так даже сказать. Так вот, если мы переложим на расстояние, если это 10-20 лет, как по Плутону, то аркан звезды– это 6-8 месяцев. Поэтому где-то карта говорит, то, что тебя сейчас интересует, или то, что ты вот в разработке, как ваш план какой-то, намерение, цель, идея, может быть, создать у кого-то свой личный бизнес или заработать, может быть, даже много денег. Много, понятно, у каждого тут по-своему, но я имею в виду изменить финансовую составляющую. У кого-то это будет, когда вы строите карьеру или хотите получить, может быть, образование какое-то. Ну, вот совершенно тут у каждого свое. Тогда, скорее всего, ты этим вопросом, говорит аркан Солнца, будешь активно заниматься 6-8 лет. Это как раз и спрогнозирует твой успех на 10-20 лет. Что-то начинается именно теперь, может быть, как идея ваша, задумка, именно в феврале. И с чем вы определитесь, будьте готовы активничать в течение как минимум полугода. Где-то потом вы только можете, ну, уже, я не скажу, что это почивать на лаврах, но где-то уже будет по накатанной идти какая-то ваша идея, или вы что-то на первых шагах сумеете воплотить уже в жизнь, а потом будете это продолжать, развивать, дополнять. Но именно теперь какая-то решимость и первые действия. Буквально в феврале у вас встречаются 2 такие серьезные карты, которые символизируют и период жизни, который более короткий, и тот, который на продолжительное время. И почему, может быть, и выпадает аркан Гора, хорошие дела наспех не делаются. Здесь что-то очень, знаете, основополагающее, важное для вас. Давайте мы посмотрим, что же там в неожиданностях. А тут вам еще и фортуна сама по себе помогает. Вы знаете, тут может быть как внутренний ваш инсайт или окончательное решение, да, я буду заниматься этим делом. Или я решил менять, допустим, жилье или менять место жительства, менять свою жизнь, менять имидж. Тут вот много каких моментов может происходить, но вообще это добрый аркан, когда сама фортуна словно включается в вашу жизнь. Это не случайные случайности, это много положительных моментов. И, может быть, это и один момент, я этого не отрицаю, причем это какой-то иррациональный даже, может быть, пункт в вашей жизни, когда вы этого не предполагали, не ожидали, а появляется возможность, которая в последующем будет приводить к вас к успеху, потому что это карта успеха. Но мы можем от этого отказаться, потому что мы ведь настроились на что-то одно, а по колесу фортуны это приходит несколько иное. И мы где-то к этому не готовы. Поэтому карта говорит, рассматривай все предложения. Или даже рассматривай собственные инсайты, мысли. Будьте внимательны к собственным мыслям. Может быть, и записывайте те идеи, которые вам приходят в голову. Потому что здесь ничто не будет случайно. Точнее, это мы можем подумать, что это случайность. А для кого-то из вас это будет очень весомой подсказкой. Иногда по этой карте складываются ситуации, которые нам помогают буквально, если мы действуем быстро. Потому что сегодня нам как фортуна благоволит, а завтра это колесо истории, мы знаем, всегда изображается колесо. Почему? Да потому что колесо сначала идет вверх, а потом оно идет вниз. Есть определенная цикличность, поэтому у железа пока горячо. Тут действительно в неожиданностях какие-то приятные или важные возможности. Но мы еще с вами и карту отдельную достали. В чем ваша фортуна? Давайте раскроем. В изучении чего-либо, в новых заработках, дополнительном доходе. Вы сдаете экзамен. Ну, кто-то буквально может сдать экзамен в этот период, может быть, сессия, и удачно закончить. Или, может быть, вы учились на каких-то курсах самых разных, чтобы получить сертификат, какой-то аттестат или диплом. Вам тоже нужно будет сдать экзамен, и тогда вы его сдадите. Но это еще и жизненный экзамен. У нас меняются жизненные этапы. Мы об этом с вами только что говорили. Будьте внимательны. И вот этот экзамен жизни между прошлым и будущим, наверное, как по урану, вы тоже должны сдать и пройти, по крайней мере, именно в том вашей быстроте реакции где-то,
в вашем правильном анализе обстановки, обстоятельств, может быть, и через информацию. Поэтому где-то прислушивайтесь к тому, что говорят люди. Но информация, мы с вами говорили, она разрозненная, поэтому придется фильтровать, анализировать, перепроверять где-то. Но, тем не менее, даже с ворохом информации, может быть, это тысяча каких-то новостей, но среди них будет таиться одна, которая важна будет лично для вас. Давайте посмотрим, дела, работы, бизнес или ваши достижения. Здесь может быть смена статуса. Для кого-то это смена статуса через работу, все же аркан императрицы, опять же старший аркан, сама фортуна, правда, для вас как ковровую дорожку расстилает. Я смело об этом скажу. Не упустите какой-то очень удачный момент. И я немножко забегу вперед. У вас уже два старших аркана, и здесь вот этот период выпадает, да, сначала как полгода, дальше вот на десятилетие уже пошло. Но что-то может начать формироваться даже не в эти 10 дней, а может быть как-то в течение февраля месяца. Потому что старшие арканы это тоже не на короткий период. Это как минимум недели на 3-4. Поэтому какая-то есть тема, которая будет, возможно, вами начата, но активно продолжена сначала в течение февраля или в течение февраля. Какие-то складываются для вас так вот удачно события, а в последующем полгода или 8 месяцев, а в последующем это уже десятилетие. Концепция вашего будущего, как парадигма жизни меняется. И правда, между прошлым и будущим вы можете чувствовать этот период наиболее остро, что как прежде уже не будет. И мне сейчас нужно перестроиться. Сама по себе карта старшего аркана императрицы – это как символ нового «я». Это у кого-то и новый имидж, у кого-то это может проиграться через личную жизнь. У вас тем более выпал еще аркан дома в оракуле, и это дела домашние. Дружба, допустим, была у вас, вы встречались, вы можете со своим партнером или партнершей задуматься о том, чтобы проживать вместе, вместе вести хозяйство. Это все по императрице проходит. Но это еще и карта императрицы нищей не бывает, будем говорить. Это еще и финансы, и значит, какие-то денежные вопросы. И здесь тоже добрая энергия в отношении вас. Ну и, безусловно, императрица плодовита. Имеется в виду в первую очередь, ну, самое прямое значение, безусловно. Мои дорогие девочки, переложите это на себя, для кого это актуально и целесообразно по возрасту. Но имеется в виду плодовитость на ваши идеи, на ваши планы и возможность их реализовать в нашей земной жизни. Давайте узнаем, что же энергия денег. Шикарно. Деньги есть, деньги будут. Нам показан человек, который профессионал. Он буквально изготавливает пентакли. И эта карта всегда говорит, к примеру, если вы хотите построить карьеру, вот на карьеру это одна из самых лучших карт. А если мы говорим в сочетании с императрицей, ну дважды, будьте внимательны, тот, кто устал быть на вторых ролях. Будет, значит, какая-то оказия, причем у каждого по-своему. Для кого-то это возможность поговорить по душам с руководителем и озвучить ваше решение, что я хочу сделать карьеру. Помогите мне, пожалуйста. А я вам буду помогать. Ну или каким-то образом выстроить так разговор, что руководитель чувствует вас какую-то тоже, ну, как основу или базу, что вы человек серьезный, на вас можно положиться. И это ведь тоже руководителю важно, иметь таких сотрудников. И вы будете знать, что руководитель осведомлен, и кто знает, он вам тоже где-то может помочь. Может быть и важная женщина в вашей жизни. Вот, кстати, для кого-то такое тоже может вполне проиграться именно на дела, на ваши свершения и какие-то судьбоносные планы. Но, тем не менее, идеи ваши, если мы говорим, идея, может быть, зародилась, и мы сказали с вами, записывайте то, что вы хотите осуществить. Может быть, вы проанализируете потом по пунктам свой список и поймете. Когда написано, это мы
знаете, как волшебную силу своему желанию придаем. И мы, во-первых, можем всегда немножко обновить это, освежить в памяти, сесть спокойно подумать, о чем вспомнить, да, что я имел или имела в виду, когда это писала, и что сейчас в реальной жизни, как это переложить, мое желание на реальную возможность. Мы тогда лучше анализируем. И кто знает, вот, может быть, и идея тоже будет как-то продолжена в течение февраля. Поэтому все, что на работу, на заработки, очень всячески продуктивный период, как и договориться с кем-то из персон, которые обладают больше властью или стоят выше, чем вы по лестнице иерархии. Может быть и так. Может быть, это в личной жизни какие-то преобразования, найти работу на дому, найти или прочувствовать, чем вам хочется заниматься, и приступить, сделать первые шаги, быть готовым к обучению тоже. Но это в конечном итоге новое качество жизни и финансов. Не упустите какое-то доброе время. На личную жизнь нам выпадает король мечей, не совсем тут о любви, прямо скажем, но вам выпадает и императрица, и солнце, поэтому для тех, кто в паре, какой-то, с учетом тем более дома, очень благополучно, стабильный такой период жизни, когда вы с вашей семьей можете уже задуматься, да, о чем угодно. У кого-то переезд, а кто-то может задуматься, давай мы с тобой бизнес семейный или какое-то наше личное дело, и этого я тоже не исключаю. Или какие-то первые шаги будете делать, или вас просто будут интересовать одинаково как вас, так и вашего партнера. Ваши задумки или его задумки, вы как будто сумеете и договориться, или разделить взгляды друг друга. Но с учетом короля мечей, кто-то может и буквально отправляться для того, чтобы решить вашу какую-то задачу, отправляться в высокие инстанции где-то. С учетом аркана императрицы вы можете с кем-то, даже из чиновников, допустим, совершать беседы, договоренности, соглашения, подписывать документы. Может быть, по части недвижимости это где-то тоже будет личная жизнь или для кого-то личное дело. Я не исключаю, по этой карте проходят люди в погонах или люди в форме. К примеру, проходят и врачи. А если мы говорим про погоны, бывают и таможни, да тут, наверное, у каждого по-разному. В целом, о чем нам говорит карта? Опять же, это карта статусная и карта рационального человека. Карта человека системы, кстати. Отчасти она нам говорит, мы не идем против системы. Мы как раз соглашаемся, и тогда нам это помогает буквально. Может быть, мы и не согласны с чем-то, но, по крайней мере, транслируем мы наше согласие, ну или молчим. Здесь вот против какого-то порядка, уклада точно идти не стоит, об этом карта говорит. Будь рационален, себе где-то не навреди и поступай по закону. Тогда тебя буквально охраняет закон. Нет мелочей, когда выпадает эта карта. Тут вам надо все подмечать. И значит, какие-то ваши намерения, чаяния, желания, может быть, и действительно есть смысл перевести в какую-то документальную плоскость. Или для кого-то отношения. Или узнать, как в отношении вас работает закон, смотря какие задачи стоят у каждого на этот период. Давайте узнаем карту совет. Все же новые начинания. Кстати, у кого-то из вас, мои дорогие девочки, вот повторюсь, императрица плодовита, пусть это выпало на ваше достижение, но почему нет? Это очень серьезный этап в жизни женщины, когда вы ждете ребенка. Опять же, это сообразно по возрасту и вашим планам. В феврале вы можете такую новость узнать. Сам по себе период приглашает вас порадоваться, правда, добрые энергии, хорошее настроение. Или для кого-то из вас добрые новости от ваших детей. Но вам правда будет что-то нравиться? Этот период февраля, даже не совсем 10 дней, вам словно, знаете, как вот окрыляет вас или приносит такое вдохновение, когда вы понимаете, что для вас нет ничего невозможного. И где-то карты это подтверждают. Главное, стоит захотеть. И значит, если есть цель, намерение, желание, методы мы отшлифуем. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.